Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим один из вариантов горохового супа. Готовится несложно и получается очень вкусным и наваристым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В 4-литровую кастрюлю кладем полкилограмма ребрышек и наливаем воду так, чтобы она их покрыла. Я использую телячьи ребрышки, но также можно взять говяжьи или свиные. Кастрюлю ставим на огонь. Сразу же, как только вода закипит и образуется пена, снимаем ее с огня. Воду сливаем, а кастрюлю и мясо промываем. В кастрюлю с мясом наливаем примерно 3 литра воды. Ставим на огонь. После закипания воды варим 10 минут, а затем сюда же насыпаем 300 грамм хорошо промытого гороха. Предварительно горох можно замочить в воде на пару часов, так он быстрее разварится. Я еще кладу корень пастернака, но можно положить любые корешки или целую луковицу. Ребрышки с горохом варим на самом маленьком огне примерно 1 час. Пока все варится, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Обжариваем до золотистости. Когда лук подзолотится, добавляем тертую морковь. Все перемешиваем и пассируем еще 1-2 минуты. Пассировку снимаем с огня. Прошел 1 час. Вынимаем пастернак, он нам больше не понадобится. И достаем ребрышки, им нужно дать немного остыть. Вареный горох измельчаем погружным блендером прямо в кастрюле до однородности. Делайте это очень аккуратно, так как можно обжечься. Если любите более целый горох, то не измельчайте. В кастрюлю к гороху добавляем нарезанный кубиками картофель. Все перемешиваем и варим примерно 10 минут. Ребрышки немного остыли. Отделяем от них мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. Также у меня на канале есть и другие варианты очень вкусных супов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Суп с картофелем проварился уже 10 минут. Добавляем к нему нарезанное мясо. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И добавляем лавровый лист. Сюда же кладем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем и доводим суп до кипения. Когда закипит, снимаем с огня. Гороховый суп получился очень вкусным и наваристым. Готовится просто и отлично подходит для обеда всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такого супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.